Всем привет! Я продолжаю переводить статьи Джона Букера. И сегодня у нас на очереди 8 архетипов, вокруг которых можно построить историю. Многие писатели часто путают архетипы со стереотипами. Если стереотипы ограничивают сущность персонажа, то архетипы, наоборот, раскрывают персонажей и заставляют нас относиться к ним на более глубоком психологическом уровне. Они усиливают мифическую связь между зрителями и персонажами в истории. В архетипах мы видим себя. Автор Джона Сакс сказал, что когда мы сталкиваемся с историями, основанными на мифических образцах, это больше похоже на то, что мы вспоминаем что-то забытое, нежели слышим то, чего никогда не знали. Карл Юнг же предположил, что существует столько архетипов, сколько в мире людей. Хотя определение того, что делает характер архетипичным, может отличаться. Большинство согласно с тем, что у таких характеров есть определенная комбинация признаков, которые мы распознаем и идентифицируем на каком-то подсознательном уровне, даже если не можем указать на то, где видели их раньше. Вот 8 архетипов, которые можно взять как скелет для создания персонажа. Какую плоть, одежду и кольца вы оденете на их пальцы, зависит только от вас. Борется как с неявными, так и с явными проблемами, препятствующими ей. Такая женщина готова бороться с шовинизмом, сомнениями и собственной неуверенностью. Женщины, изображающие этот архетип, часто молчат о своей борьбе, пока не происходит их реакция на важные события, или персонаж решает, что с нее достаточно, и она решает нарушить свои правила. Билли Джин Кинг в «Битве полов» и Молли Картер в «Белой вороне» — это примеры архетипичных женщин с характером. Правильно это или нет, человек чести придерживается только своих принципов. Он не позволяет мнениям или давлению других влиять на его методы или справедливость, которые он считает необходимыми. Майк Эрмантраут в «Лучше звонить Солу» и Антон Чигур в «Старикам тут не место» — это люди чести. Этот персонаж был преследуем событиями, которые заставили его принимать плохие решения. Но опечаленный старик является зеркалом мудрости для других персонажей и для зрителей. В фильмах «Зеленая миля» и «Спасти рядового Райана» этот архетип является центральным. Хотя этот сказочный архетип хорошо известен в японской культуре, мудрая старушка, к сожалению, не часто присутствует в западных историях. Она не всегда может играть главную роль, но ей иногда удается спасти главного героя от дорогостоящих ошибок по ходу повествования. Гил узнает секрет о том, как побороть внутренних демонов, после того, как его бабушка рассказывает ему анекдот о том, почему она предпочитает американские горки каруселям в фильме «Родители». Это классический пример мудрой старушки. Мастер по рассказу историй Блейк Снайдер назвал целый жанр после этого юмористического и часто вдохновляющего архетипа «героический дурак». Не зная об этом, героический дурак является катализатором для изменения персонажей, с которыми он или она вступает в контакт. Форест Гамп и «Будучи там» — это две истории, где дурак побеждает в конце, на радость зрителям. У этих архетипических персонажей, которых не замечают окружающие, часто есть ахиллесова пята, которая берет все внимание на себя, пока кто-то не заметит, что внутри этого персонажа скрыт талант. «Солист» и «Умница Уилл Хантин» — это фильмы, сосредоточенные вокруг недооцененных гениев. Этот архетип хорошо знаком всем тем, кто когда-либо думал, что они все знают, но в конце концов понял, насколько мало они знают на самом деле. Чаще всего истории, вращающиеся вокруг высокомерных подростков, касаются их созревания в течение повествования, но не всегда. «Кингсман. Золотое кольцо» и «Наемник» — фильмы о высокомерных подростках, которые должны столкнуться со своими недостатками.
Обиженные обществом, теми, кого не любили или все вместе, жестокие одиночки, как правило, являются предупреждением для зрителей о последствиях глубокой боли, плохих решений и неправильного выбора. Характерная черта фильмов «Найти Форестера», «Гран-Турино» и «Вверх» — это ожесточившиеся одиночки, которые столкнулись со своей обидой, которая поглотила их. На этом все. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и звоните в колокол. Если долго смотреть фильм, то фильм скоро посмотрит и вас. Прощайте!